Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор на канале Ниндзя Капитал. Сегодня 21 июля. Много чего интересного происходило. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, текущую обстановку, что произошло, что предполагается и как это повлияет в ближайшее время на движение активов доллара, нефти, золота, рубля, ну и отдельных акций. Так, стоило немножко качнуться мировому рынку и начать немножко как-то двигаться, осыпаться, сразу пошли разговоры. Ужас, ужас, что будет, если лопнет пузырь фондового рынка, к чему это приведет мировую экономику. Мы все останемся живы или погибнем и так далее и тому подобное. Но смотрите, здесь, я думаю, надо подходить к этому вопросу достаточно утилитарно. Смысла особого гадать, когда лопнет этот пузырь. В общем-то, есть достаточно много моделей, но надо быть просто к этому готовым в любой момент с учетом текущей волатильности. Примечателен тот момент, который заключается в том, что в текущем мире, в текущей экономике фондовый рынок служит своего рода складом денег, которые выпущены для того, чтобы стимулировать движение капитала, развитие экономики, бизнеса. И фондовый рынок — это своего рода гавань, или склад, или кому угодно свалка, куда свозятся те деньги, которые выработали ресурс. Соответственно, периодически надо расчищать территорию, проводить всевозможные коллапсы. Вот что мы сейчас видим в криптовалюте. Таким образом, это по сути избавление от избыточной так называемой денежной массы. Так, еще из Соединенных Штатов приходят такие достаточно напрягающие новости. Начинает расти аренда на жилье. Она как бы и раньше росла. Просто сейчас этот процесс может принять достаточно энергичный характер. Соответственно, рост цен на аренду — это снижение доходности тех людей, которые арендуют жилье. И помимо всего прочего, это, как ни крути, увеличение инфляции и раскручивание ее маховика. Помимо этого, в Соединенных Штатах озадачились тем, что появляются и предполагается будут появляться новые штаммы коронавируса, которые создадут массу проблем для качества жизни людей, для восстановления мировой экономики. И, соответственно, есть опасения, что те вакцины, которые сейчас разработаны, они, возможно, будут неэффективны против новых штаммов. Но здесь на самом деле спасение заключается в том, что коронавирус, он не так мутирует, как грипп или ВИЧ. С другой стороны, вот те вакцины, которые сейчас создали Pfizer, Moderna и ряд других компаний, они в основном основаны на блокировке взаимодействия крючка коронавируса с клеточной мембраной человека. Соответственно, это один из ключевых механизмов, характеристик коронавируса. И здесь, я думаю, вероятность того, что этот барьер будет пробит, она есть, но она не очень высокая. Потому что по имеющимся данным, по крайней мере, по большей части исследований, я не говорю, что по всем, те вакцины, которые разработаны, одобрены, они достаточно эффективны и против повторного заражения коронавируса, и против новых штаммов коронавируса. Даже если человек заражается, все равно у него коронавирус протекает в более облегченной и нелетальной форме. Тем не менее, существует риск того, что возникнет штамм коронавируса, который будет успешно справляться с теми вакцинами, которые применяются. Но здесь это связано с тем, что достаточно много очагов в различных странах, в различных уголках планеты по-разному работает иммунная система у людей, возникают, как ни крути, мутации, это естественный генетический процесс. И, соответственно, вот эти самые различные осколочки, которые происходят в разных частях света, они начинают потом, благодаря активной миграции, авиаперелетом, переноситься в другие части света и там создавать массу новых проблем. Здесь существует одно очень простое решение того, чтобы этот вопрос был решен. Это возникновение массового иммунитета в большей части стран. Когда это будет, с учетом того, как вся эта процедура происходит, я думаю, здесь сложно прогнозировать окончание. Но если рассуждать с точки зрения математических моделей черного ящика, то третья волна, она должна быть заключительной. И после этого, по логике вещей, должен наступить
значительный спад появления новых случаев. Так, друзья, далее новостная повестка. Госдеп объяснил отказ США от санкций против Северного потока. Но здесь ключевой момент, это типа возобладал здравый смысл. Он уже построен, что вводить санкции, надо помогать Украине. Есть ряд материалов, которые опубликованы на различных каналах. Там немножко другая трактовка этого процесса. Она связана с тем, что есть определенные договоренности, которые успешно достигнуты между Россией и Соединенными Штатами, и что вроде как экономика и политика России качнулась опять в сторону Запада, и благодаря этому пошли всевозможные плюшки и послабления. Я не думаю, что здесь есть какое-то однозначное объяснение. Как правило, все процессы они протекают под воздействием многих сил. Возможно, здесь действительно имеются какие-то новые соглашения между Россией и Соединенными Штатами. Мне это неизвестно, хотя возможно это так. Но здесь могут быть и другие причины, в том числе, американцы, они достаточно прагматичны, они просто поняли, что смысла в этом нету, и решили какую-то новую козюлю подложить и сказать: ладно, бог с вашим Северным потоком, мы сейчас что-нибудь другое придумаем. Такое тоже вполне может быть, и в ближайшее время мы узнаем, в чем здесь злой умысел. Так, вот если переходить к российской повестке, то спрос на льготную ипотеку рухнул вдвое, но это вполне объяснимо. Это связано, во-первых, с реальными доходами, во-вторых, то, что реальные доходы не растут. Это просто как бы очевидно, это отображение ситуации. И второй момент, то, что пошло ужесточение монетарной политики. Ставка начала расти, ключевая, и она будет, скорее всего, продолжать расти. Соответственно, это оказывает существенное влияние как на льготную ипотеку, так и на ипотеку вообще. Ну и следующий момент, вот статья здесь о ночном кошмаре. Каждый шестой в России оценил инфляцию в 30%. Ну, на самом деле, я думаю, просто вот такие сведения решили опубликовать. А то, что достаточно высока реальная инфляция, я думаю, это каждый прекрасно может посчитать и на своем личном опыте убедиться, что в целом эта цифра, она, по крайней мере, такой порядок уже действует на протяжении определенного количества времени. Так, друзья, дальше давайте перейдем к тому, что нас сильнее всего волнует, это нефть. Но видите, вот на текущий момент часовой таймфрейм указывает на то, что нефть полностью откупили вот этот провал. И движение, которое сейчас развелось, если оно закрепляется выше 72 долларов за баррель по Бренту, то здесь, возможно, американские банкиры правы, и движение по направлению к 80 оно возобновляется. Так, друзья, далее золото. Кто-то скажет: оно пошло на 1800, оно не растет. Смотрите, повторили то, что было позавчера. Вот и все, двойное донышко. Соответственно, это двойное донышко, здесь развивается поэтапное движение. Цель у этого движения, первая цель, она будет в районе 1814 и далее наверх. Опять же, обращаю внимание, это рынок, здесь нет стопудника, это не депозит в Сбербанке. Соответственно, если идет повторный задерг с пробоем 1794-1792, то рост по золоту отменяется. Но сейчас в большей степени здесь вот это движение, оно создало все предпосылки для того, чтобы был заход наверх, возможно, на 1814. Так, друзья, вот VIX сегодня падает, он катится, закрытие ниже 18,5 будет очень позитивно. Видимо, банкиры из Морганбанка напугали VIX, и VIX начал падать. Здесь примечательно то, что закрытие ниже 18,5 будет указывать на то, что, в общем-то, кризис весьма вероятно отступил, и это была просто раздача позиций в этом диапазоне. Так, друзья, вот индекс доллара. Сейчас ситуация немножко прояснилась. Что я хотел сказать на этот счет? Вот смотрите, часовой дневной таймфрейм. Соответственно, мы подошли в диапазон. В этот диапазон, если будет продолжаться проторговка 93,4, 92,7, вот здесь вот, то весьма вероятно вот это движение колебательное, оно приведет к пробою 93,45 и движение по направлению 94,5 и 95. Если он в этом диапазоне в ближайшие дни не удерживается, здесь возникает
откат и, соответственно, движение индекса доллара на 91,84 вот сюда, вот к этим значениям. Так, далее S&P. Ну, здесь ситуация достаточно благоприятно сложилась. С утра немножко, в течение дня похандрили, после этого пошел отскок. Соответственно, сегодня, если будет закрытие выше 4360, то на этой неделе весьма вероятно будет тестирование хая, который ранее был достигнут. Если этот уровень не пробиваем, не закрепляемся, то тогда остается консолидация вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Ну, смотрите, часовой таймфрейм. Здесь ставлю движение на 159, оно не завершилось. Судя по сделкам, которые были в этом диапазоне и вот в этом диапазоне, весьма вероятно рост продолжится и закрепление на 159 200 приведет к тому, что пойдет следующая волна, у которой цель будет 161 900, 162 тысячи. Ну и здесь есть четкий уровень, который 156 тысяч. Если происходит откат и пробой 155 900, 156 100, то вот это растущее движение завершается, и здесь начинается либо консолидация, либо просадка с тестированием 154 500. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Вот здесь намечался рост. Этот рост из-за того, что преобладал позитив в нефти и на американских площадках, он развития не получил. И, соответственно, здесь пробили 74,3. Ну и, в общем-то, сходили на один сильный уровень 74,1. И, соответственно, сейчас идет попытка закрепиться в районе 73,95. Если сейчас не пойдет дальнейшее движение с целью на 73,65, то, соответственно, здесь возникает консолидация, и отсюда будет попытка отскока и закрепления на 74,1. Вот. Сейчас, я думаю, в ближайшие часы этот вопрос решится. Если здесь не возникает пробоя вот этого нижнего значения 73,9 до конца вечерней сессии, то пойдет отскок, и цель этого отскока закрепление на 74,1, возможно 74,2. Если сейчас здесь будет пробой, следующая точка остановки 73,65. Сегодня днем в Telegram публиковал новости по поводу вот этого движения, мое видение. Данный сценарий не получил развития, но я думаю, отскок все равно в этот диапазон он произойдет на 74,5. Вопрос только когда, насколько эта дата будет близка, потому что тот набор позиций, которые, ну, во всяком случае, я смог увидеть, его не разгрузили. То есть он не вышел в результате стопов, и кто-то с ним сидит и ждет, когда цена придет на вот это значение. Поскольку это рынок, здесь нету аксиом, что вот он обязательно должен пойти туда и прийти на то значение. Здесь много разных сил, которые противоборствуют. В данном случае вмешался Джаггернот, который все сломил и укрепил рубль вплоть до даже более чем локальные минимумы, которые были в ближайшее время. Соответственно, здесь речь идет, будет, не будет сейчас пробитие 73,9, если не будет, то отсюда формируется отскок. Друзья, ну, в общем-то, это все, основные новости, основные события. Спасибо за внимание, если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.